программа «Время покажет». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня в районе 12 часов дня по городу Донецка было применено со стороны вооруженных сил Украины применена .У. Это баллистическая ракета, которая в данном случае была оснащена кассетными боеприпасами. Боеголовка с кассетными бомбами, запрещенными всеми конвенциями, которыми только можно придумать. Данная ракета была перехвачена средствами ПВО, и осколки, остатки ракеты упали на центр города. К сожалению, часть боеприпасов сдетонировала, и это привело к большому количеству жертв. На текущий момент, по официальным данным, от 17 до 23 человек официально уже называются как погибшие, огромное количество раненых, но количество жертв могло быть намного больше, если бы данная ракета не была перехвачена средствами ПВО. Давайте послушаем главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Просто стояли в очереди на остановке. 20 человек, по предварительным данным, погибших, 9 еще раненых. Среди погибших есть дети. Если бы .У долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров. Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина. И то, с чем мы обязаны справиться. И чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений. .У несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв. И с нами на прямой связи из Донецка глава администрации города Алексей Кулемзин. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Ну, во-первых, от лица всех наших зрителей нашей программы выражаем глубокое соболезнование с тем, что сегодня произошло в Донецке. Это акт террора, об этом должны говорить все СМИ, но говорят только в России и в Донецкой и Луганских народных республиках. Многие СМИ это просто не замечают. Все-таки вопрос на текущий момент. Какое количество жертв официально можете подтвердить? Здравствуйте, Руслан. Да, действительно, центральная часть города была атакована ракетоносителем .У с кассетными зарядами для максимального нанесения урона. Да, действительно, сегодня мы говорим порядка 20 погибших, порядка 27 раненых. Через это работа и обследование продолжаются. Ранения, как вы понимаете, после кассетного боеприпаса различные тяжелые, очень тяжелые ранения, поэтому окончательная статистика будет понятна позже. Но то, что это чудовищный акт, обстрелян центральный район города, в котором проживает максимально большое количество мирных жителей. На этих улицах, это улица Артема и улица Университетская, это центральные артерии города, там огромный транспортный трафик, поэтому это акт действительно террора, геноцида против жителей. Завтрашний день решением главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина объявлен днем траура. Алексей Валерьевич, а есть понимание, куда эта ракета направлялась, какая была у нее цель? Потому что мы знаем, что ПВО ее перехватили, и если бы не перехватили, жертв было бы больше. Об этом Денис Владимирович говорит. Но самое главное, куда она направлялась? Есть ли понимание? Я уверен, что понимание такое у специалистов есть. То, что можно предположить сейчас, что она и направлялась сюда, в центральную часть, и была заряжена кассетами для того, чтобы нанести максимально возможный урон и повреждения, и количество жертв было бы огромное количество. Это правительственный квартал, это все структуры управления, поэтому удар был целенаправленный, подготовлен. Можно об этом уже говорить сейчас. Вот сейчас приходит информация, что ракета летела в район, вы правильно говорите, правительственный квартал, в район администрации, где на сегодня некоторые люди пытались организовать митинг матерей как бы за то, чтобы не было, как они говорят, принудительной мобилизации, которая в республике на текущий момент, кстати, не наблюдается. Вот эту информацию, я уверен, спецслужбы изучают в республике. Какое-то подтверждение или опровержение этого, или комментарий с вашей стороны на эту тему может быть? И собирались ли там около администрации в это время, в районе 12 часов, действительно матери? Ну, подтверждать или опровергать будут, конечно же, спецслужбы, но действительно такую работу со стороны украинских спецслужб мы видели, мы констатировали, действительно собирались матери, и это тоже было сделано для того, чтобы было максимальное количество жертв среди населения, мирного населения. Что сейчас необходимо для помощи? Всего ли хватает в больницах для оказания помощи? Потому что раненых очень много, и они действительно тяжелые, как вы говорите, потому что кассетный боеприпас это оторванные руки и ноги. Давайте честно скажем, как оно есть, и другие части тела. Что всего ли хватает на текущий момент в больницах города? По имеющейся у меня информации, всего хватает. Задействованы десятки экипажей для
доставки пострадавших в больницы, все реанимации развернуты, весь медперсонал оказывает помощь пострадавшим. Алексей Валерьевич, а правильно ли мы понимаем, что вот эта трагедия сегодняшняя, это самая большая трагедия за все 8 лет ведения освободительной войны, можем так назвать, особенных действий со стороны республик в Донецке? Количество жертв, по-моему, от одного удара раньше такого не было никогда. Да, это тяжелое, но правда, да. Такого количества сиюминутных жертв среди мирного населения раньше не констатировалось. И была ли какая-нибудь военная необходимость со стороны ВСУ, был ли какой-то военный смысл в этом ударе? Или это просто акт террора и запугивания? Это акт террора и геноцида однозначно. Мы 8 лет находимся в состоянии военных действий, и я уверен, что нашему противнику хорошо известно, что это жилые кварталы, правительственные кварталы, административные здания, школы, детские сады, больницы. Здесь никогда не было и нет в настоящее время военных подразделений. То есть военных объектов или промышленных объектов, которые работали бы на оборонку республик, в этом районе не было. И об этом точно знали люди, которые наносили удар. Правильно я вас услышал? Абсолютная правда, потому что, я еще раз повторюсь, это центр города, правительственный административный квартал. Поэтому здесь априори не может быть никаких военных объектов, военных частей. Алексей Валерьевич, вот вопрос, который задают многие, и, наверное, больше, наверное, к специалистам, но, может быть, вы знаете ответ. А была ли техническая возможность сбить эту точку У раньше? Потому что мы знаем, что район боевых действий, по сути, прилегает к районам Донецка. Это самый ближний город, большой город к местам боевых действий. Была ли возможность сбить раньше? Вы знаете, в этой ситуации у каждого человека может быть личное мнение, возможно, оно есть предмет для дискуссии, но я уверен, что на такие вопросы должен решать специалист и комментировать это профессионально и квалифицированно. Спасибо большое. Мы еще раз выражаем искренние соболезнования всему Донецку. Мы с вами, ребят. Не забывайте этого никогда. И когда люди спрашивают, ради чего это, почему эта спецоперация идет, это лишнее подтверждение. Сегодня мы увидели акт террора в Донецке, сопоставимым с которым нельзя вспомнить за 8 лет ничего. И у нас есть кадры взрыва непосредственно момента около банкомата, где максимально большое количество жертв. Давайте посмотрим. Это видео с камер наблюдения. Вот вы видите, к сожалению, тут стоит ребенок. Надеемся, что он жив, потому что ему удалось спрятаться за дверь, но, как нам говорят из республики, Денис Пушилин подтверждает, к сожалению, среди погибших есть дети. Искренне надеюсь, что это не вот этот пацан, который там оказался. Блин, слезы на глаза наворачиваются, потому что это акт террора, и по-другому это объяснить нельзя. Где сбили и можно ли было сбить раньше? Вам, как военному специалисту, вопрос, который я задавал главе администрации, потому что, если можем показать карту, где боевые действия проходят, Донецк, даже на этой карте это видно, это крупный город-миллионник, который находится в непосредственной близости от боевых действий. Мы знаем по тактико-техническим характеристикам точки У, это радиус применения до 120 километров. И, конечно же, чем ближе точка запуска ракеты, тем сложнее зафиксировать запуск ракеты, вывести ее на прицельную дальность и, соответственно, ее уничтожить. То, что применялся кассетный заряд, это говорит о том, что задача была максимальное количество живой силы поразить. Давайте объясним, что такое кассетный заряд. Есть возможность подрыва точки У на 20 метрах и разлетается... Проще говоря, боеголовка расщепляется на несколько кассет, которые несут... Срочная новость от Министерства обороны Российской Федерации. Решение на применение ракет точка У принимает как минимум командование украинской группировкой после утверждения руководством войск в Киеве. Все. То есть, судя по этому заявлению, единственным человеком, который мог отдать приказ на использование точки У, был Владимир Зеленский. Я хотел как раз к этому перейти. То есть кассетный заряд был специально применен для того, чтобы увеличить количество погибших в случае, если бы этот запуск не был захвачен и уничтожен. Но мы должны помнить, что в советское время это была основная тактическая ракета, которая выполняет очень серьезные тактические задачи. И она с вооружения Российской Федерации снята, эта система. У нас более новые виды вооружения существуют, такие как Искандер в том числе. Но я как раз хотел бы сказать о том, что
применение такого штучного вида огневого поражения, оно не может приниматься военнослужащими, офицерами даже среднего звена. Я думаю, что за это несет индивидуальную ответственность верховный главнокомандующий украинской армии, которым является Владимир Зеленский. И наша большая ошибка, то, что мы все время говорили на протяжении 8 лет, что якобы Донецк, Луганск и мирные поселки Луганской и Донецкой народных республик обстреливают так называемые неуправляемые нацики. И мы все время пытались как-то вот украинской армии в этом плане найти оправдание. Для нас же ничего удивительного нет, что на протяжении 8 лет они обстреливают людей с целью уничтожить как можно больше гражданского населения, гражданских объектов. И какая разница, погибает человек от выстрела из миномета 80-миллиметрового, либо, соответственно, точка У. Сейчас наша армия, используя весь свой потенциал, должна заняться действительно нанесением точечных ударов. И когда вот эти видео появляются в интернете, которые записывает и мэр Киева, которые записывает и товарищ Зеленский, я жду, когда наша армия начнет применять оружие, которое может влететь в форточку кабинета конкретного чиновника. Потому что вот этот вот акт, показать нам, что мы якобы не контролируем ситуацию, что мы якобы не можем защитить наших мирных граждан, граждан Российской Федерации. Ведь это же удар не по территории Донецкой и Луганской народных республик, это удар не по территории Донецкой, это удар по территории Российской Федерации фактически. Потому что я абсолютно уверен, что большинство этих людей, они имеют и гражданство Российской Федерации. Поэтому применение данного тактического комплекса, оно было санкционировано, в том числе и Зеленским. И они должны уже начинать нести индивидуальную ответственность. Более того, мы очень хотим, чтобы как можно меньше мирных граждан погибало. Но я считаю, что чем дольше мы будем заниматься вот этим вот разглагольствием, что вот украинская армия, она же выполняет долг, вот они не хотят сдаваться, они прикрываются мирным щитом, это все понятно. Но чем дольше мы будем применять, ну, менее, скажем так, жесткие и сильные меры, тем больше людей будет гибнуть с обеих сторон. Давайте вспомним, как мы вчера уничтожили базу во Львове с наемниками, и как точечно мы работаем. И вот эта точная работа, да, должна распространяться и на командный состав, и на тех, кто принимает подобные решения. Но